Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что в этот день мы вместе в прямом эфире. Пламен Пасков на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, надеюсь, частично солнечную, но очень любознательную аудиторию. В это очень непростое время, когда нам придется сейчас расплетать тот клубок политических гордиевых узлов, которые нам завязали пару-тройку дней назад, а потом мы, оказывается, вынуждены его рассекать. Не расплетать, а рассекать. Ну, посмотрим. Посмотрим, конечно, все проанализируем. И, естественно, да, вот формат нашего прямого эфира, он неизменен, я его сейчас назову, но достаточно тревожное, да, апокалиптическое где-то в каком-то смысле, исключительно для мирного населения Украины, настроение. Был массированный удар, ну там тоже, понимаете, 400 с чем-то целей летело, в общем 300 сбили, как всегда ПВО работает на ура, но как оно отработало на ура, сегодня почувствовали многие. В Харькове прямо, в общем, ну прямо, да, то есть попадание в детский сад. Там были дети, они были в подвале. Первым делом Терехов, мэр города Харькова, пишет о том, что дети там пострадали. В общем, дети не пострадали, один человек погибший. Ну и, в общем, кадры, когда спасатели выносят детей, это, конечно, такое душераздирающее зрелище. Семья рядом с Киевом, практически там 0 километров от Киева, это село Погребы, там семья погибла. Как раз-таки послушали мудрых депутатов, женщина с племянницей, с шестимесячным ребенком, к ним в окно прям залетело ее домостроение, вот это смертоносное оружие, герань, и она погибла. То есть, ну, послушали. И вся эта картинка, вместе с отключениями света, возвращают почасовые, вместе с блэкаутами, ровно совпадает с вот этим, о чем вы говорили, о чем вы начали. Ровно совпадает с визитом Зеленского, со вчерашними 12 пунктами, которые обсуждаются от Европы, мол, как остановить войну по линии боевого соприкосновения. В общем, знаете, таких совпадений надо еще поискать, вряд ли они бывают. Друзья, давайте проголосуем в вопросе, он сегодня звучит следующим образом. Как блэкауты и холодная зима повлияют на скорость переговоров о прекращении войны? Никак, все зависит от фронта. Ускорят принятие условий России, усилят давление на Россию и перемирие, ну вот это по ЛБС, или только отдалят любое завершение войны. Проголосуйте, пожалуйста. Пламен, как вы бы ответили на этот вопрос и как прокомментируете сегодняшние удары? Наверное, это будет грустно, но мой ответ никак. Блекауты на вот это вообще не повлияют, потому что у людей нету инструментов организации гегемона, которые в состоянии в результате этих измененных блекаутами ударом настроений поменять руководство банковой. Соответственно, им страдания, а банковые выступать и собирать какие-то европейские так называемые лидеры для всего этого обсуждения. Кстати, когда вы сейчас это сказали, я признаюсь, сегодня утром это еще не было отражено, но я вижу это в Дарницком районе, это в Броварах, это вообще около Киева действительно ужас. Как я вижу эти населения, Обухов, там это уже в Вишневе. Ну да, действительно досталась достаточно черная такая тяжелая полоса. В Кременчуге я вижу, в Полтавской области, в Харькове то, что вы анонсировали. Соответственно, пришлось немножко и обратной стороне. То есть я вижу в Смоленской области это пожар электростанции Смоленской, также частичное отключение электроэнергии, но это 16 часов назад, что называется. И дроны атаковали Саранск, это 11 часов назад, и, соответственно, даже до Кавказа дошло. Нефтебазонная площадка была атакована беспилотником в Махачкале, то есть на берегу Каспия. То есть обмен любезности полностью взаимный, можно сказать. Даже о взрывах в Измаиле, дроновые тоже. То есть это уже прямо на границе с Румынией, натовской Румынией. Знаете, вот это совпадение, оно не совпадение. Оно не совпадение, потому что буквально считанные дни назад, меньше недели, пару-тройку дней назад, 18-го, 19-го, сегодня уже 22-го, да, 3-4 дня назад,
Даже мой брат вечером, возвращаясь с работы, пришел и сказал, все, война окончена. Они уже встречаются и будут договариваться. Я говорю, ну слушай, ты не торопись так сильно, ладно? Ну, нет, они договорились вот на следующей неделе, то есть на этой неделе, которой сейчас мы это обсуждаем с вами. В четверг они должны встречаться, поручкаться. Ну, брат мой, он младший и, соответственно, занимается другими делами. И у них восприятие обывательское, наверное, как у большинства из нашей аудитории. Я сказал, ну так быстро это быть не может. Но даже я не предполагал, что это так хреново выйдет. Потому что Зеленский, когда приехал, ну, получилось дежавю. Что 28 февраля 2025 года, что сейчас, в пятницу, когда он приезжал к Трампу. Ну, разница только в том, что в этот раз версию, которую мы увидели в присутствии журналистов, была более лайтовая. Не так уж по-черному утирали пол с ним в качестве половой тряпки, что называется. Но после встречи с журналистами, которые, еще раз, лайтовая, даже немножко сахарная такая, пудрой там поверх было припудрено, хотя не сильно, конечно. Потом, опять же, не Washington Post, а Financial Times. Financial Times, как и в прошлый раз, у них какие-то, очевидно, неплохие инсайдеры. И они расшифровали, что произошло между тем моментом, который мы видели, вот это позорище, когда на взлетно-посадочной полосе Зеленский построил свой собственный экипаж, чтобы они его встречали типа как будто делегация, просто потому что с американской стороны никто, ровным словом, ноль его встречали, главу типа как будто государства. И что произошло до момента, когда его провожали, когда провожала его на видеороликах, я в своих каналах это специально разместил, какая-то, ну, может, симпатичная, может, хороший человек, может, даже хороший профессионалист, абсолютно неизвестный никому. Женщина провожала его с Белого дома, посадили его в «Шевролете Suburban», вот эти их служебные большие черные такие, ну, типа как внедорожник, что называется, и прицепили там спереди слева украинский флаг, причем наоборот не блакитно-жовтый там, ну, что американцы, ничего с них нельзя требовать другого, и его проводили. Ни Трамп, ни представитель кабинета, ни какой-то хоть Витков, черт возьми, чтоб его... Не-не-не, вот так его проводили. Между этими двумя кадрами, то есть взлетно-посадочная полоса и момент провожания Зеленского, нам показали только момент с журналистами. А Financial Times рассказали нам, что, ну, Дональд Трамп, во-первых, как будто ему жаловался на то, что ему не выдали Нобелевскую премию мира, что для меня, честно говоря, немножко с трудом это верится. Чтобы Дональд Трамп будет именно Зеленскому это жаловаться. Может, он это обсудил, может, пару-тройку изречений, предложений там вставил. Ну, чтобы жаловался, вряд ли. А дальше, когда Зеленский попытался провести какой-то ликбез с картами, географические, политические, военные, и объяснять ему, что происходит на самом деле, почему и так, и далее, и тому подобное, давайте мне томагавки, и только побольше и покруче, ну, Трамп бросил в сторону, гневно, матерился, ругался, соответственно, отчитывал его, и даже и Трамп, и Витков давили, причем конкретно на Зеленского, соглашаясь отдавать Путину весь Донбасс, потому что иначе мы оставим тебя один с Путиным, и он тебя он не просто все это заберет, но он и тебя уничтожит. Это примерный перерассказ того, что в Financial Times они достаточно подробно рассказали. Сразу после этого Зеленский, как покинул Белый дом, кинулся не взлетно-посадочный, а удалось ему отметиться и дать интервью одному каналу, где они, кстати, нет, сначала он там на лужайке, там где-то какие-то короткие комментарии, они тоже в сети появились, где он сказал, ну, Трамп, он не хочет эскалации, поэтому томагавков не будет, Путин ненавидит меня, я ненавижу Путина, у нас полная взаимность, то есть начал заниматься какими-то этюдами, какими-то сюжетами, которые подходят действительно 95-му кварталу, где его, собственно, была и серьезная сила, в чем он хорошо там решал свои вопросы. А дальше он дал интервью в каком-то там студии, где примерно то же самое перерассказал. С трудом он удерживался, ну, когда человека унижают уже второй раз именно таким, скажем так, без посладителей, без обезболивающих способом,
у него что остается? Остается то же самое, что после 28 февраля. Сразу позвонил и побежал к этим так называемым европейским лидерам. Слушайте, Александр, это ужасно неправильное словосочетание, потому что оно наводит слушателей и зрителей на иллюзию, что речь идет о каких-то всех европейских лидеров. Да и вообще слово «лидер» вряд ли уместно. Это с кавычками. Но в конкретном случае надо сразу делать уговор, что он всегда бежит и бежал только к этой коалиции желающих, состоящихся из 6 евросоюзных, из 27 и одного не евросоюзного, то бишь британца. Вот и все. Он всегда, вот это их заварушка, вот этот их сходняк, вот это их там банда-шайка, они этими занимаются. И начал им плакать: давайте спасайте меня от Трампа. Ну, спасать тебя как? Чем? Кто за базар ответит? Кто может ответить рублем, что называется, долларом, паундом? Кто за базар ответит? Чтобы ты продолжал там развлекаться и отстаивать наши интересы. У меня есть ответ, кто ответит за базар. Давай, Отвечает уже за базар вот эта женщина, которая с Киева уехала под Киев, погибла, вот эти дети, понимаете? Ведь это же, опять-таки, мы не знаем. Это, конечно, вот идет целенаправленный удар дроном по детскому саду в Харькове. 100 раз говорили уже, что во время кризиса определенного, а это то, что вы сейчас описали, это политический кризис Зеленского, безусловный. Вы там говорите унижение, не унижение. Смотрите, одно дело бы унизили, но он что-то бы привез. Для страны, для стратегии, не знаю, деньги или какой-то еще момент. Вот Пламен даже встал и ушел, понимаете, от этого всего, от греха подальше. Ладно бы что-то он бы привез, да, как-то вот куда-то бы он продвинулся. Ладно бы за этой риторикой, риторикой я имею в виду, что давайте остановим войну по линии боевого соприкосновения, а это ведь явное изменение риторики. Куда делись границы 91 года? Взяли и делись. Понимаете? И это уже как бы крик: я готов к срочным переговорам, отталкиваясь от линии фронта. Хорошо, от какой? От Купянска на 2/3, от Покровска, в котором уже внутри бои, от этого, опять-таки, там по-разному сейчас считывают, но тем не менее, от вот этого захода на правый берег Херсона, да, когда Херсон начинают прорабатывать, его активно прорабатывали дронами, вроде как туда там уже зашли в какие-то села по низовью. Какой, да? Какой линии боевого соприкосновения? Это крик о какой-то капитуляции. А чтобы это еще больше выглядело как ужас, варварство и зверство, наводится какая-то цель, бросается там разведкой, контрразведкой, спецслужбами, и летит конкретно дрон. Потому что там, допустим, на той стороне свято верят, что это там сидят какие-то ВСУшники. А ВСУшники правда сидят по детским садикам. Это неоднократно мы видели. И они сами себя снимают. И говорят: вот детский сад, там Донецкая область, например, какая-то. Вот еще там что-то. Поэтому, понимаете, и это все идет, вместо того, чтобы предотвратить, еще больше усугубляется в определенных конкретных целях. И эти люди, которые сейчас без света, без воды, которые там ходят подзаряжать свой пауэрбанк, да, и в пакетик, в кулечек в туалет, простите, пожалуйста, эти люди используются для достижения как раз-таки вот этих геополитических целей. Но почему не получается тогда? Вот же еще какой интересный вопрос. Вопрос не просто интересный, вопрос, наверное, самый важный, потому что, к сожалению, здесь сермяжная, циничная геополитическая правда исторической жизни, что о людях никогда никто вообще не думает. Как не думали времен Второй мировой войны, как не думали времен Третьей мировой, то бишь холодной войны, так и не думают и сейчас. Когда погибали миллионы в Бенгалии, никто об этом не думал. Когда погибали от голода, от голодомора в Ирландии 50% населения совершенно сознательно, никто о людях не думал. Вернее, думали, как их действительно сократить. Именно об этом и думали. Когда миллионы погибали в Руанде, когда миллионы погибали в Конго, когда миллионы погибали в разные другие места,
Никто о людях, в смысле в интересах людей не думал. Единственный, кто может думать об интересах людей, это сами люди, потому что, слава богу, все еще на нашей, на их стороне это количественное преимущество в 1000 раз. Единственное, чем эти горе-политики, внешнеуправляемые, которые сейчас в этом кошмаре бросают этих людей, нас имеют, не буду дальше продолжать, это потому, что они лучше организованы. Те, которые 1000 раз меньше нас, то бишь так называемые политики, они просто лучше организованы. Их лучше организуют. Внешняя сила, колониальная сила лучше организует. А мы, хотя и количественно в 1000 раз больше, но мы фросип. Вот и все дела. То есть на территории Украины осталось не меньше, предположительно, округлим, 20 миллионов населения. 15 или 20 это не важно. Важно, что эти 20 миллионов, они больше, чем... Сколько состав Рады? 400 с чем-то? Рады украинской. 450, что ли? 200 или 400 или 300. Подождите, а сдалась вам эта Рада? Чего вы вспоминаете? Это вообще орган после вчерашних голосований, орган, который там можно повесить амбарный замок, там давно уже можно было плюнуть туда, понимаете, закрыть и всех распустить. Они, во-первых, не субъектны, ничего не понимают, делают под указки, под дудку офиса президента все, что надо, изображают оппозицию. Они вчера проголосовали увеличение выплат солдатам, вот эта дырка на 300 с чем-то миллиардов, да, они ее затыкают львиной частью того, что еще Европа не дала за счет российских замороженных активов. То есть, вдумайтесь, это уже в бюджете. Это уже есть. И они за это голосуют. А Европа еще, в общем, сомневается. Там, да, есть позитивные сигналы в этом отношении от Бельгии, то они артачились, потому что у них большинство этих денег, активов, да, российских. В принципе, ее вроде как Бельгию прогнули, но тем не менее, Европа еще не сказала «да», а эти депутаты уже голосуют. То есть вы понимаете, что строится вот прямо сейчас на фоне разрушений энергоинфраструктуры, блэкаутов, строится карточный домик или замок из песка. И любой, допустим, волной, большой или не очень, его подмоет и разрушат. И это все нам говорят. Война там на 3 года, на 5 лет. Мы сейчас... Этого всего невозможно просчитать. Это непросчитываемые вещи. Макрофинансово, микрофинансово, никак финансово. Александр, есть очень важный момент. Вы совершенно правы. Я даже спорить не буду, но если не то, что гражданины многострадальной Украины, а просто киевляне выйдут в количестве достаточное, это означает 1 или даже 0,5% из этого населения. На конкретные вот эти силовые точки, которые хорошо известны майданной достаточно длинной истории, нету таких управляющих, что Зеленского, что 95-й квартальной, что Банковой, что Рада и так далее, которые выдержат вот этой угрозы. Потому что все прекрасно понимают, что 95-й квартальная, они внешне управляемые, что это практически даже не колония подмандатной территории. Это протекторат, которого заставили воевать, причем воевать именно на такие условия. Однако, вот эти фигуранты, колониальной администрации которые, они в зоне доступа местного населения. В отличие от руководителей, от кураторов вот этих фигурантов, которые стоят у себя в Лондонграде, в Брюсселе, в Америке, неважно где, неважно как, они в зоне доступа, они в зоне вытянутой руки расстояний. И киевлян все еще достаточно много. Если раньше городу Героя Киеву было 4 миллиона населения, я уверен, что там не меньше 2 миллионов осталось. Из этих 2 миллионов, если 1% это 20 тысяч, правильно распределенные на нужные точки, эти 20 тысяч, руководимые определенным разумным и ответственным гегемоном, они в состоянии вынести их на рога за пару-тройку часиков. Нету такой нацгвардии, нету такой полиции, нету такой силовой аппарат в Киеве, который может остановить 20 плюс тысячи неплохо, даже не хорошо, просто неплохо организованных людей, которые знают, что хотят, которые не просто говорят «геть»,
а которые хотят именно конкретику. Остановите, черт возьми, эту войну и все дела, и наши солдаты обратно домой. Ах так, русские придут, так мы говорим на одном и том же языке. У них то же самое, что у нас. Не-не-не, подождите, у нас вообще разгоняется. Если там ты против ТЦКшника, который тебя украинским сапогом пинает, бьет украинским кулаком женщину, которая тебя защищает или пытается отбить в лицо, то придет кадыровец, который будет чеченским сапогом и русским сапогом бить тебя под дых, ну и, собственно, твоих женщин, издеваться над ними. Поэтому ты как бы рот закрой. Наши, они же как бы своя рубашка ближе к телу. Наши, ну, очень несложно. Помните, вот это «наши в городе есть»? Слушайте, просто можно позвонить всем друзьям, знакомым и родным, потому что у многих есть, которые остались на территории Республики Крым, которая является сейчас частью Российской Федерации. Некоторые не признают, некоторые уже готовы это признать, в том числе и Америка готова признать, если Путин на это согласится, причем безусловно, без никаких уговоров. И можно позвонить и спросить, а что потом? Пришли вас избивать, потому что вы хохлы, потому что вы мовноязычные, или потому что вы вообще-то нет самое. Кто-то приходил к ним убивать, издевать, забирать дом, изнасиловать дочь, жену, сестру и так далее. Кто-то приходил, кадыровцы там приходили, нет? То есть, если это было бы именно так, либо придет все равно, но насильно, опять же, к тому, то зачем гробить, ну там Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеева, Дружковка, вот эта агломерация там под 100-120 тысяч с каждой стороны ляжет для того, чтобы это произошло, и это будет на полгода, а то может быть и на год, потому что Пригожина сейчас нет, оперативность уже не та, и, естественно, саду-мазу будет больше, растянуто по времени, я имею в виду. И помимо всего этого будет от 3 до 5 раз больше раненых, то есть под 500 000 нужно только раненых, какие 500 000? Если 200-250 тысяч полягут с обеих сторон, что на самом деле один народ, умножаем это не на 5, а на 3, получаем 750 тысяч раненых. Итого добрый вам 1 000 000. Груз 200 и груз 300. Стоит ли это платить для того, чтобы последние 30 с чем-то процента Донецкой области, ну именно самое главное, вот эта агломерация пошла в руины, и дома остались высотой по колено, и там было крови человеческих частей уйму, брызгов везде, и никого там не будет. И берем мы населенный пункт, который категорически и решительно на долгие годы обезнаселенный. Вот это стоит, нет? Потому что там действительно будет, ну, Бахмут номер 2, умноженный на 3 по объемам. Просто из-за локации, из-за подготовки, из-за фортеции, из-за размеров, из-за всего остального. Это будет Бахмут, умноженный на 3. Не будет. Ну, как не будет? Ну, так не будет. Нет такого количества солдат. В том смысле, в том смысле. Нет таких вот этих моментов. Значит, новость, которая приходит в эти минуты. Россия запустила межконтинентальные ракеты с привлечением наземной морской авиационной составляющих, провели учения ядерные. Значит, из подробностей сообщается, что применена была баллистическая ракета «Ярс» из Архангельской области, поселок Плесецк, по полигону Кура на Камчатке. В общем, также атомной подлодкой «Брянск» была запущена межбаллистическая ракета «Синева», а бомбардировщик Ту-95МС выполнил пуски крылатых ракет. Я, простите, пожалуйста, но очень с каким-то удивлением слежу за вот этой вот темой развития вот такого там оружия, да, например. Ну, например, у русских либералов, которые там выехали из России, которые как бы активно, ну, где-то в унисон, где-то рядышком, на подпевках у украинской пропаганды, они говорят, что вообще нет у России ядерных боеголовок. Ну, нет. Мхом покрылись, пылью, все. Другие говорят, а что ж ты, мол, такая Россия крутая, а проведи ядерное учение. Да, испытание. Ну, да. вот вам ядерное учение, испытание.
Ярс, Синеву запустили, ну, из Тушки полетели ракеты. Вот провели, пожалуйста. До этого, и это важно отметить, в том, ну, как в описании происходящего последних дней, которые вы привели, там же очень интересно высказался Трамп. Он говорит первое. Значит, у нас есть какое-то супероружие, которое невиданное в мире. Короче, мы вот прям вот такие, вот все. В Америке есть там что-то смертоносное такое, что разбомбит все. Путин говорит, у нас тоже есть оружие, которое мы не применяли. Ядерное, не ядерное, все как-то умалчивают этот вопрос. Но, судя по всему, и это очень опасные сигналы, потому что открытый, абсолютно доступный полигон – это Украина сейчас. Это сейчас Украина. И хорошо, что так. Путин провел свои там учения, запустил по какому-то из одного полигона на другой вот эти ракеты, а не применил условно в боевых или условно боевых условиях. Как вы оцениваете? Ведь эти учения, о которых только что сообщили с российской стороны, они же исключительно под Будапешт. И почему вся Европа так перепугалась Будапешта? Ну, Украина, понятно, там, да, вот все пытаются его сорвать. И означает ли пауза или как неопределенность стратегическая? Потому что одни говорят, что встреча готовится, другие говорят, что все, ничего не будет. Вчера вечером вся пресса об этом писала. То есть, вот мы должны понимать, это тоже в рамках подготовки к Будапешту? Понимаете, у нас в Болгарии население устойчиво за все эти 35 лет, несмотря на полное изменение политического курса, нас просто переломали, потому что никто и не спрашивал. 70% относится положительно и, безусловно, к России. От ярко положительно до умеренно положительно. Тем не менее, нашлось два дебила, один польский, другой болгарский, оба евродепутаты, которые высказали мнение, которое, к сожалению, стало вирусным или хорошо известным. Коротко говоря, они предлагают попытаться сбить самолет Путина, если он перелетит над нашей территорией. Причем болгарский дебил, Александр Юрданов его зовут, парень специфический, такой заметный, в худшем смысле этого слова. Он говорит, да, у нас нету ПВО вообще-то возможности его сбить, ну, хотя бы попробовать можно, нет, как будто он это будет делать, потому что он в Брюсселе там сидит, он даже в Болгарии не присутствует, для того, чтобы потом почувствовать ответку, которая будет. Вот эта встреча в Будапеште, я, честно говоря, после вчерашнего дня долго думал, и у меня список вариантов, которые не сильно пересекаются друг с другом, то есть они отдельно друг от друга, как гипотезы определения. С одной стороны, конечно, это может быть специальная деза для того, чтобы облегчить действительно вот эту встречу, для того, чтобы убрать в сторону, ну, грубо говоря, провести ее почти секретно между Дональдом Трампом и Путиным, и только после этой встречи или на этой встрече анонсировать, что там было и все остальное. И если сказать, что встречи не будет, то все эти подготовки сорвать или буквально убить президента России в воздухе, на земле или другим образом, наверное, как-то немножко угомонится. Это такая не сильно убедительная версия, слабенькая, я признаюсь, но она присутствует. Другая версия, что, заметьте, когда они сказали, это было буквально в рамках 2 дней, первый день все, скажем так, зарядились каким-то предвосхищением, и сказали, вот встреча будет уже, слава богу, конец виден, и все, мир, перемирие, прекращение огня, лишь бы, дабы, дай бог. А на следующий день, в первой половине дня, выходит, там шеф разведки, СВР, Нарышкин, и говорит, а британцы хотят это не просто сорвать, а хотят попытаться убить Путина. И когда такой человек это говорит, не дядя Вася из 5-й автобазы, или какой-то блогер там, неважно какой, и так далее, это серьезно. Это просто нельзя умножать ни на что. И потом сказали другие разведчики, причем не ссылаясь на слова Нарышкина. Потом это появилось и на некоторые европейские, уже, опять же, от первого лица единственного числа, что британцы готовятся, и почему бы и нет. Я не знаю, готовятся ли британцы или это дез. Но сам факт того, что
нарушается, скажем так, неписанное, может быть и писанное правило, что руководителей государства убивать просто нельзя. И Америка, кстати, придерживается, ну, что значит придерживается, в некоторых случаях придерживается к этим правилам. И когда была 12-дневная война Израиля с Ираном, хотя израильтяне без особого труда уничтожили, что называется, в их спальнях, либо в местах дислокации под 30 иранских генералов, они могли бы уничтожить и иранского руководителя. Но ради запрета, то есть из-за запрета Трампа, они это не сделали, потому что Трамп запретил руководителя государства убивать. Тем не менее, сейчас все обсуждают, если вообще-то Путин туда поедет, как, откуда он перелетит, как он это сделает. И действительно, там географию не изменишь. Там есть два варианта по воздуху. Черное море, Румыния, Венгрия, Черное море, Болгария, Сербия, Венгрия. Других маршрутов просто нет. Все остальные маршруты, мягко говоря, ну, не надо нарываться, потому что будете, ничего хорошего не будет. Другие говорят, его будут сопровождать вот эти российские истребители. Российские истребители не могут его сопровождать на весь этот курс, если у них не будут самолеты заправщика, потому что истребители не имеют определенное не сильно большое, особенно если они груженные, скажем так, боеприпасами, а на то он и истребитель, если он вообще-то боеспособный, не просто пустой, чтобы он летал. У них короткое плечо доступа. То есть они не дотянутся до Будапешта. Там требуются какие-то другие. Либо они должны перезаправиться, я не знаю, в Стамбуле. Ну, коротко говоря, все становится уже сильно сложновато. И, наверное, службы безопасности российского президента решили, что лучше это как-то либо не торопиться, либо даже изменить вот это решение и предложение Трампа, потому что это было предложением Трампа, чтобы это в Будапеште это было. Потому что они не могут обеспечить безопасность первому лицу. Почему Нетаньяху не летел в Шарм-эль-Шейх, где 30 глав государств арабских и других, плюс 30 глав больших международных организаций, хотели как-то отметить, вернее, оформить уже конец так называемой большой войны не только на Газе, а на Ближнем Востоке. По тем же самым соображениям. Да, ну ладно, ну подождите. Ну, Пламен, ну давайте тоже не... Смотрите, там же четко была рассказана история, почему Нетаньяху не полетел в Шарм-эль-Шейх. Потому что вылетел борт Эрдогана и не садился, и не садился, кружился и говорит, значит, если там будет Нетаньяху, я разворачиваю самолет, лечу обратно. И они так помыкались, потыкались и сказали, ну, не-не-не, алло, Эрдоган, голубя почтового ему-то на борт запустили, сказали, все, Нетаньяху не едет. То есть тут тоже такой... Смотрите, мы, может быть, шибко много придаем этому значения, вот этой безопасности. Ну вот теоретически, ну хорошо, убивают Путина, сбивают самолет, или там британцы проводят операцию «Паутина», да, или что там происходит, или какой-то... Хорошо, просто атака какая-то идет, или попытка, покушение. Ну, что это означает? Ну вот что это означает? Принимающая сторона сразу выясняют, кто за этим стоит. Дальше идет конфронтация таких масштабов, что ты понимаешь, почему сегодня Путин провел ядерные учения и показал свою синеву и свой Ярс. Тут нужно смотреть же на следующий шаг. И тут же уже не Украина. Тут на украинцев не спихнешь, которые там взорвали Северный поток или там еще что-то. Поэтому не слишком ли много мы придаем пафосу, как бы значения вот этим. Все будет более чем безопасно. Вопрос только, это все генерируется и произносится в публичном пространстве, чтобы Будапешта не случилось. Потому что, извините, но тут мы видим четко, если, допустим, это очень тяжело сделать в сегодняшних условиях, особенно там в Украине, в которой нет света, да, или там по графикам, или воды, или всего остального, вот этим эмоциональным всяким там перегрузом, потому что бьют там по российской территории. Сейчас вы заметили, новая мода. Рисуют вот эти карты со стрелочками, типа вылетели украинские беспилотники по России, и они красные. А среди них есть зеленые. А зеленые это типа ракеты украинские полетели. Понимаете, вот красненьким беспилотники, ну там на Саранск, вот это вот по заводу попали. Еще вчера были такие карты мониторинговые. А есть зеленые, там ракета, мол, летит. Так вот, смотрите, важный аспект
всего происходящего, это то, что Трамп с Путиным в Будапеште может сесть и договориться, а потом взять с парафированным нечтом, заявление, не знаю, там, меморандум или что-то еще по Украине, например, да, общее Трампа и Путина, прийти к Зеленскому и сказать, вот, и тут у тебя два варианта, или ты соглашаешься, или ты не соглашаешься. И уже не будет из этих пунктов никто, подписанных уже Трампом и Путиным, никто не будет выбирать меню. А это мне не нравится, а давайте этот пункт после этого, как с Минском было, а этот вот после того, все. И поставят Европу и Зеленского перед фактом. Мол, давай. И тут уже, как бы, не отвертишься. И тут уже не помогут 12 пунктов, которые вчера опубличили в прессе Зеленского. Он сейчас такое позорище идет со Швеции. В курточке, вот это там на улице. Зеленский и руководитель Швеции, премьер-министр, говорят, мы вам выделим 150 миллионов долларов на газ. Ой, спасибо, дякуємо, Швеция, дякуємо. Газ, который выносится сегодня, и все в предвкушении холодной зимы в Украине, потому что все украли, ничего не сделали, ничего не защитили, ничего вовремя не купили, хранилища не заполнили. Все. Ну вот нам 150 миллионов от Швеции дали. И тут уже так не получится вилять этой кормой. Что думаете по поводу этого сценария Будапешта, который поэтому и откладывается, потому что на нем что-то подпишут? Ну, там не два варианта для Зеленского, какие вы озвучили, два немножко другие, либо соглашаешься, либо подписываешь. Причем челобитно делаешь и то, и другое. Там, более того, Трамп даже говорил, я, по крайней мере, это так понял, что когда он собирается встречаться с Путиным в Будапеште, Зеленский будет рядом, то есть его тоже пригласят в Будапеште, наверное, будет ждать на подхвате в какой-то там гостинице, либо где, неважно даже где. Если они договорятся, и как вы только что сказали, готовы подписать под камерами все остальное, чтобы Зеленский сразу тут как тут, в рамках часа, в рамках дня пришел и это парафировал. То есть действительно шла подготовка к тому, что... А Зеленский сам, на самом деле так он и сказал. Мы согласны уже на прекращение по линии этого самого соприкосновения. Но, Александр, понимаете, там надо вспомнить, что было после Анкориджа. Я имею в виду, какие варианты именно того же самой линии соприкосновения рисовали. Британцы разрисовали тогда варианты, помните, по 30 или по 50 километров слева и справа от линии. Что получается в сумме огромное, 2000 километров фронта на 50 плюс 50 на 100 километров умножаем, получаем, сколько тысяч квадратных километров получаем. Добрых пару-тройку областей Украины, по сути, такие. Кто и как это будет обеспечивать, раз. Во-вторых, сразу как стало известно, что это было 18-го, значит 19 числа. 18 числа был анонсирован встреча в Будапеште, которая должна быть, и которая сейчас уже мы обсуждаем, что типа как будто не будет. По крайней мере, вчера об этом так сказали. И 19 числа Кир Стармер показал свою мордашку из Даунинг-стрит 10, славного Лондонграда, туманного, что называется, и сказал, а дайте-ка я вам разработаю именно этого плана умиротворения, который будет наподобие того, который Трамп изготовил для Ближнего Востока, давайте-ка я это сделаю. Как будто у Трампа нету, скажем так, людей, которые могут нарисовать этот план. Не было Виткуфа 1 17 апреля, не было Виткуфа 2 25 апреля, не было Виткуфа 3, условно, конечно, 15 августа Анкориджи. Сейчас Кир Стармер как будто должен этим заниматься. На мой взгляд, не то, что британка горит, а британец постоянно сует себя, куда ни попадет, что называется, и очень хочет, чтобы последние точки, последний сценарий, последний, вообще-то, вариант был именно из их рук дело. На самом деле, пока что не получилось. Что я об этом думаю? Я думаю, что встреча Трампа с Путиным, если на то уже принято какое-то генеральное решение, вполне вероятно произойдет в Монголии, в Китае, либо в Анкоридже опять же. Потому что на территории Европы я не вижу вариантов, кроме как Беларусь, если Трамп не собирается приезжать в Минск. Минск тоже город-герой, почему бы и нет. Вот эти те локации, куда вот эти руководители стран государств могут прийти для того, чтобы все это разрисовать, подписать, либо обсудить отдельно, потому что будет длинная череда вот этих обсуждений.
Как Лавров, как опытный человек, на самом деле, и как Песков, который является голосом Путина, но с другой фотографией, это будет не единственная встреча Трампа с Путиным, и это будет только первый из этих там финальных аккордов, можно это и так назвать. По крайней мере, я это так воспринимаю. Трамп, на мой взгляд, знаете, намерен уже заниматься этим вопросом по той простой причине, что из этих 5 приоритетов, которые, по-моему, в вашей передаче мы их перечисляли, которые для него были важнее, скажем так, заварушки между двумя Владимирами, осталось 2 большие. 5 приоритетов, напоминаю, чисто коротко телеграфически. Первый, ну, я имею в виду пару недель назад, первый это был борьба за Нобелевскую премию мира. Это ушло, осталось 4. Следующий приоритет это был решить вопрос в Карибском бассейне с Венесуэлой, потому что Венесуэла архиважна ради списка причин, которые долго тогда я излагал в других передачах, сейчас повторять не буду, но это важнее для него, чем решение вопроса 2 Владимиров. Третий приоритет, который был важнее для него, это был заварушка в Ближнем Востоке. Формально он ее решил, сейчас она, конечно, опять начинает возобновляться, но, по крайней мере, формально собрал энное количество стран, статус поднял, поддержка для Хамаса со стороны Катара, Турции и Саудовской Аравии перерезана, поэтому Хамас долго брыкаться не может и не будет. И Трамп пригрозил даже вчера такие гневные, эмоциональные, буквально театральные слова в своей сети True Social писал, что Хамас будет гореть в огне и их вообще-то уничтожит страшные силы, если они продолжают вытворять то, что они вытворяют даже на своей территории. Ну, и попытки там пробить линию обороны Израиля. Но последние 2 приоритета, которые остались из этих 5, я только что коротко перечислил первые 3, они самые главные для Трампа. И если он решит хотя бы одного из них, либо приближается к решению одного из них, он возьмется в полном серьезе именно с вопросом Украины и с Россией. Последние 2 приоритета. Первый из последних – шатдаун. Он должен этот вопрос решить, потому что это, ну, скажем так, выпрямило на ногти, что называется, на цыпочках все американское бюрократическое общество, весь госаппарат, потому что не только у Украины есть проблемы, как выплачивать заработные платы госаппарату. У Америки с этим тоже страшная проблема. И прошлый печальный, грустный рекорд продолжительности этого шатдауна приходился опять на каденцию Трампа, ну, на прошлый. И он тогда закончился то ли под конец декабря, то ли в начале января. То есть очень долгий был. И нервотрепка была ужасная. Трамп хочет это закончить сейчас, чем быстрее, тем лучше. Потому что действительно это ему устраивают именно эти финансовые власти. Естественно, суть этого шатдауна заключается не в том, что нам рассказывают, а в том, что Конгресс и Сенат должны проголосовать очередное ежегодное увеличение долга всех американцев, потому что долг уже не обслуживаемый, и невозможно его обслужить, и каждый раз ты должен поднимать уровень планки, можно сказать, или рубеж, или барьер того, что мы, ну, выше, дальше, больше некуда, в следующий раз будет все равно выше, больше, дальше некуда. Именно это он должен сейчас пропихнуть, и это огромная головная боль для него, потому что это вопрос внутренней физической безопасности для всех американцев и для него в том числе. И второй из главных приоритетов, который напрямую связан с этим, это умиротворение больших американских городов, куда ему пришлось водворить и гвардию, и армию. И таким образом можно сказать, что не объявленная, но зато реальная гражданская война Соединенных Государств Америки уже началась, причем не только в демократических штатах, но и в республиканских, потому что там Портленд, потому что Орегон, я имею в виду, потому что Лос-Анджелес, то бишь Калифорния, потому что Чикаго, то бишь Иллинойс, потому что Вашингтон, округ Колумбия, там, где сам Белый дом, потому что там в Техасе, потому что еще несколько других городов, в результате чего он получил мощный откат, вернее, не откат, а, скажем так, рикошет в виде no kings, то бишь без королей. Там был какой-то то ли искусственный интеллект, то ли он, ну, коротко говоря, кто-то это разрисовал. Да, искусственный интеллект это разрисовали для того, чтобы подразнить американцев. И сейчас протесты практически во всех больших американских городах и во всех американских штатах, в том числе и в республиканских. Правда, в республиканских они такие немножко кот наплакал, там 10-15 фриков там собрались с какими-то там плакатиками сфоткаться, ну, отметка там, галочка имеется.
А вот большие американские города, например, в Нью-Йорке, ну, множество напоминает, сильно смахивает на то, которое мы наблюдали в Лондоне пару недель назад, в субботу, когда британцы выходили против мигрантской политики и против этой цифровизации. То есть там уже объем имеется. Некоторые говорят 1,5 миллиона по всей Америке, демократы кричат о 7 миллионов по всей Америке. Как бы ни было, и это уже обладает определенным масштабом, бюджетом, гегемоном, координацией, организацией, и это сбросить нельзя. Невозможно заниматься двумя Владимирами, пока эти два последние приоритета у тебя не решены радикально, кардинально, либо хотя бы на каком-то уровне. Соответственно, он занимается все равно этими двумя Владимирами, но он не может фокусироваться на них так, как чтобы довести дело, дожать, что называется, до конца. Поэтому мы наблюдаем то, что мы наблюдаем, и обсуждаем то, что обсуждаем. Потому что я на его месте, честно говоря, не хотел бы быть даже с этой красоткой женой Мелании Трамп. Ради этого эта головная боль не стоит. Даже с этой милашкой, которая у него там Кэролайн Ливит, его ну там говорителем там Белого дома, даже с этой его классной командой, Илоном Маском там, скажем так, под боком, что называется, все это шикарно. Но, честно говоря, вот эти головные боли, которые сейчас он должен действительно разрулить, но я не хочу такие головные боли. Я не думаю, что... Я не уверен, что он справится со всем этим, скажем это так. И именно поэтому он не может до конца дожать и решить вопрос с этими двумя Владимирами. С одним Владимиром вопрос решенный, я имею в виду Зеленским. Самое ироническое, но на самом деле это жестокая ирония такой судьбы. Знаете, в чем заключается? Заключается она в том, что и Трамп, и Путин почти полностью согласны. Гармония, вообще-то согласие, любовь и без расхождений по поводу того, что мы будем делать после прекращения огня, после войны. Там вот это Беринговый проток, там усвоение, там российская Арктика, там бизнес, деньги, снятие санкций, там вообще шикарно все. Но это после. Единственное, о чем они не могут сейчас договориться и согласиться, Трамп и Путин, я имею в виду, где должна быть вот эта линия, на которой должно быть это прекращение огня. Какие должны быть условия, какие должны быть сроки, какие должны быть особенности вот этого прекращения огня. Вот то есть они о том, что после, они уже договорились. И они достаточно много и часто... Смотрите, тут такой, я хотел бы сказать, что, смотрите, просто вы противопоставляете, мол, вот эти события, которые вы описали, от шатдаун, протесты No Kings, вот эти все... Ну, там внутренние дела, там и с мигрантами проблема никуда не делась. И понятное дело, что Трамп пытается внутренне продать вот эту историю с... Там к Венесуэле уже Колумбия присоединилась, как лютые наркоторговцы, лодки которых надо бомбить. Да, ну, мы понимаем, да, что... Ну, там 2, 3, 5, 10 вот этих лодок, да, с какими-то там торговцами. Такая мощная страна, как Америка, разбомбить-то, конечно, может, но проблема тоже, видите, не решается. Я бы по-другому связь, с вашего позволения, построил. Вот эти протесты, давление на Трампа, ровно как и война, давление на Трампа, которую нельзя закончить, это давление исключительно... Почему? Потому что, создав вот эту вот историю с дружбой, я закавычу, но все понимают, о чем я, экономической между Россией и США, экспорт, даже вот это там непонятно, все смеются, говорят, кому они нужны, дорог нет ни на Аляске, ни на Чукотке. Ничего страшного, построят дороги, не переживайте. И эскимосы сразу немножко заматереют, как-то так вот немножко еще больше, да, будут зарабатывать, жирком заплывут, как Зеленский выражался про украинцев. То есть все там нормально. Это другие цели, да, вот этих всех вещей и опубличивания этих вещей. Я к чему говорю? Что условно, подружившись с Россией, и это чувствует нутром, шкурой своей чувствует Трамп, завязав Россию на контракты, завязав Россию на деньги, завязав Россию на условия там, да, вот, торговли и всего остального. Откуда же была эта идея? Кстати, никто ее пока не реализует. Выкупить Северный поток-2 или 1 и 2 американцами, да? Там даже ГТС украинскую у Украины, ее остатки выкупить, чтобы гнать российский газ. Европа ж российский не покупает. Ну, тут они будут
пользоваться российским газом, но думать, что это американский, потому что... Поменяем этикетку поменяем. Да, и все нормально. С этим газом вообще же красота происходит. Украина вообще не даст соврать. Они просто взяли, типа развернули реверс, и все, и типа уже словацкий газ. Знаете такую Словакию? Очень много газа добывает в год. Ну, то есть, и тут так, и это все завязать ради чего? Ради того, чтобы оторвать, оттащить, оттянуть хоть немного от Китая Россию. Вот только ради этого это делается. И Трамп это прекрасно понимает. И он видит эту стратегию. А вот эта война, это как, ну, как камешек в ботинке. Ему наоборот бы лучше было, чтобы Запорожской атомной электростанцией, например, управляли там и американцы, и русские, и украинцы. Об этом и Путин говорил когда-то, да, вот несколько недель назад. Но есть какие-то ключики. А у Запорожской атомной электростанции, сегодня сообщили в МИД Российской Федерации, оказывается, есть обязательства украинской стороны не стрелять по ремонтным бригадам. Поэтому Да, ее запитывают. То есть Украина приняла эти обязательства. Россия заставила? Да наоборот, Зеленский ходил, кичился, выделывался. Тут два варианта. Или Зеленскому что-то дали, или Зеленскому так топнули ножкой, и все быстренько как бы вот начали... То есть можно, если на примере Запорожской атомной электростанции можно, то можно и на других примерах. Можно масштабировать этот пример. Почему не масштабируют? Потому что Зеленский человек сильно неподневольный. Потому что мы привыкли все равно воспринимать ярлыки на нашем компьютерном столе, на рабочем столе мониторов, как будто это программа. А программа – это не та картинка. Картинка – это ярлык. Зеленский – это ярлык. Это, понимаете, когда вы смотрите на театральной сцене Юлий Цезарь и всего остального, вы не должны путать настоящим Юлием Цезарем с этим актером, который изображает этого Юлия Цезаря. Актер зарплату получает, пьеса закончится, и он уйдет домой, либо будет пить с вами пиво в кабаке, как все остальные нормальные люди. Не надо путать роли с настоящим содержанием. Поэтому от Зеленского, понимаете, все, что следовало ожидать, что следовало получить от него, Трамп уже получил и выжил. Зеленский, переводя на обычный человеческий язык, сказал, ну, я подчинюсь волю Трампа, если у меня не будет силы и возможности и подпитка от других. Поэтому он и побежал к коалиции желающих, и они сказали, ты молодец, ты это самое. Чтобы они не сказали, вопрос в том, кто за базар ответит, и кто рублем вообще-то ответит на твои потребности. Вы только что сказали, ну, Швеция даст 150 миллионов, ну, на газ. Наверное, в чемоданах она будет этот газ поставлять, потому что если деньги будут переводить, они не на газ уйдут, и это более чем точно. Однозначно, что называется. На консалтинг они уйдут, на консалтинг. Консалтинг дело такое умное, обязательное, без этого никак. Так что Зеленского даже не стоит обсуждать. Он человек не субъектный. Он человек субъектный только для ближайшего окружения своего, которые боятся его, у которых есть свои внутренние интриги. Для Ермака, наверное, он даже не субъектный, просто является источником какой-то угрозы, потому что там интрижки тоже идут, что Ермак вообще-то собирается, готовится. До Зеленского он ездил в Америку, понимаете, или тоже о чем-то он там договаривался. И он не в милитари форме туда ходит, и не в какие цвете, так вообще-то вы, а то он уже в костюме, в галстуке, ну как надо, дресс-код соблюдает. Ну, Буданов тоже, там серпентарий. Там не мне вам объяснять, потому что вы, наверное, лучше меня это знаете, вот эту кухню, особенно когда у вас есть такой человек, часто выступающий, как Алексей Арестович, который эту кухню знает, ну, наверное, может по наночастицам ее разрисовать и смачно 3D, трехмерным образом ее представить. Там серпентарий. Но этот серпентарий, это действительно банка с пауками. Банка не страшна. Страшно тот, кто передвигает эту банку, кто обладает правом разбить эту банку, либо бросить ее там, не знаю, в огонь, либо наслаждаться чисто так саду-мазу, как они выгрызают и убивают друг друга. Вот настоящие субъекты, там три. Триумвират, который не идут триумвират. Это Китай, Россия и Соединенные Государства Америки. Причем Россия продолжает быть парадоксальным, но реальным образом подчиненной большим глобалистическим финансовым структурам, которые не только в Америке. То есть
полностью подневольных, вернее, полностью субъектных, ну, это другой тяжелый вопрос и длинный. Под конец нашей передачи, наверное, даже не стоит это заикаться. Но, коротко говоря, из трех этих субъектов Россия менее субъектная, но более субъектная, чем все остальные обсуждаемые. Чем все А, остальные. ну, еще, Поэтому, да. еще раз, проблема в том, что они договорились, что будет после этого, но не могут, Путин не может принять условия, когда и как и на какие линии демаркации это должно быть. Потому что если не будут эти 4 области, он не может обезопасить и обеспечить Крым. Потому что Крым шикарный, Крым является большой военной вышкой, не просто курортный, там курорт это уже другая лирика и вкуснятина совершенно другого порядка. Главное значение Крыма, что превращает Черное море в внутреннее ведро Российской Федерации и расположив на территории полуострова Крым определенные системы, покрываются до 1500 километров радиуса настоящими системами, которые доходят до Леванты, до другой стороны Турции. Вот это и есть главное геополитическая, военная, фактическая значимость Крыма. А для этого Крыма нужно обеспечить всеми этими 4 областями. В противном случае он уязвимый. Он очень сильно уязвимый, если ты не возьмешь, или тебе не дадут, или ты не стыришь, или ты не отвоюешь вот эти 4 области целиком. Это просто на карте посмотри, и ничего нового, ничего тайного не будет. Да, Поэтому... значит, тут важный момент, интересный, кстати, момент, я вам хочу сказать. Выходит из Генштаба российского представитель и говорит, что резервистов теперь будут привлекать к защите НПЗ и заводов. Но речь идет о том, что это резервисты конкретного этого региона. Ну, то есть резерв мобилизационный, и вот их возьмут и наберут в отряды, которые будут противостоять украинским дронам и разного рода воздушным угрозам. Дальше, ну это, кстати, очень тоже интересный момент. То есть, понимаете, вот говорят, русские дураки, они там такие-сякие. Ну вот смотрите, то есть война, то есть воевать, штурм, там, вот это все специальности, вот это, контракт на фронт добровольно. Да, там где-то уменьшили выплаты по регионам из 2 частей. Местный бюджет и федеральный. Ну, состоит эта выплата. И там некоторые федеральные округи, некоторые области, они так немножко пощипали. Но, тем не менее, воевать иди добровольно. Резервистов, ну, значит, привлечем. Куда? Ну, так рядом с домом. Какой-то свой завод ты и будешь охранять. Схема, казалось бы, система Ниппель. Ничего сложного. Но в Украине вот это вот голова-ноги, понимаете, эти мобильные группы ПВО, их там то собирают, то разгоняют, то еще что-то. Не хватает клепки. Это я к тому, что, в общем-то, посмотрите, то есть просто есть разное время, когда российская сторона адаптируется. Сейчас действительно там тяжелые удары по НПЗ, тяжелые удары под заводом. Ничего, долго сидели, долго ходили, рядили, а тут раз... И придумали схему. И она еще и заработает. Посмотрим. Потому что там, кроме этих резервистов, мобильных групп, еще предложили запускать аэростаты, ну, вот эти шары, да, воздушные, с натянутыми сетками, как в Первую мировую войну. То есть подняли 4 аэростата, по периметру закрыли условно объект какой-то сетками. Все, дрон не долетит, дрон запутается и умрет, понимаете? То есть это вот, скажем так, о таких, да, сообщениях. Подведем итоги нашего опроса. Почему так о ПВО? Ну, все понимают почему. Потому что ПВО только на бумаге в Украине, и мы это видим, и сколько людей страдают из-за или действия, или бездействия ПВО. Да, это кошмар на самом деле. А удары продолжаются и будут только нарастать. Как блэкауты и холодная зима повлияют на скорость переговоров и прекращения войны? 2% считают, что усилят давление на Россию и приблизят перемирие по линии боевого соприкосновения. 7% только отдалят любое завершение. 36% ускорят принятие условий России. Вот эти блэкауты и черная зима. И 55% сходятся на том, что никак не повлияют, и все зависит исключительно от фронта. Ну, то есть люди с вами солидарны. Vox Populi, Vox Dei. Голос народа, голос Божий, что называется. В этот раз, да. Кстати, когда вы говорили по поводу этих ударов и ПВО украинским,
Но там в этот раз 433 вообще-то дронов, крылатых ракет и всего остального, по крайней мере по официальным данным, из которых достигли цели 349. Я даже думаю, что их больше, чем 349. Причем хочу напомнить, что был уже рекорд 800 плюс в рамках сутки. Я продолжаю быть уверенным, что Российская Федерация, скорее всего, накапливает специально дроны и не запускает имеющиеся наличные количества для того, чтобы в день их запустить 1000 плюс. И тогда даже вот это остаточное ПВО вообще к черту не справится и не годится и будет бесполезным. Поэтому самое тяжелое для украинского ПВО и для украинских инфраструктурных объектов это еще впереди. Потому что не знаю, как сейчас в славном городе Герой Киеве, но здесь практически бабье лето. Наверное, они ждут начала ноября, потому что сейчас все еще тепло. Для того, чтобы причинить максимальное страдание, для того, чтобы мозги очистились и приняли какие-то болезненные, трудные до этого решения, наверное, они ждут на помощь союзник под названием «Холод», черт возьми. И тогда будут применять вот это накопленное сейчас у них имеющееся оружие. Потому что 433, чтобы они сделали то, что мы начали сегодня нашу передачу, как страшно, как ужасно и как болезненно, это без преувеличения, без иронии, это по-настоящему так. Я сочувствую, сострадаю всем этим людям, потому что мне очень сильно не безразлична судьба и русских, и украинцев, потому что для меня это абсолютно единый народ, разделенный единственно только политически. Но это уже другая болезненная история, не будем ее повторять каждый раз. Но они копят, и будет 1000 плюс. И тогда будет день X. И тогда, наверное, Путин согласится уже с Трампом, потому что, наверное, часть из этих 1000 плюс попадут уже и на банковые. Ну, это предположение, конечно. Да, друзья, давайте перейдем непосредственно к вашим вопросам. Значит, поехали. Вопросы, которые оставляли заблаговременно. На вашем личном канале подозрительно поднимается тема России. Вы тратите по 30 минут на вопрос, зачастую высасывая из пальца информацию. При этом вопросы о ТЦК и беспределе на Украине либо игнорируются, либо замалчиваются. Перед тем, как критиковать Россию, взгляните на криминальную обстановку в Болгарии, где в пригородах фильмы ужасов снимать можно. Ваша столица в Европе в целом отстают от российских городов в плане инфраструктуры, новшеств и от малого до великого. Живя в нечистотах своей страны и Европы, вы постоянно обсуждаете Россию, возникает вопрос, вам за это платят? Если бы в России была такая мобилизация, как в Украине, вы бы без ожиданий вопросов обсуждали бы каждый день это 100%, пишет вам Александр. Ну, наверное, это Z-патриот, если нужно его успокоить. Мне платит Первый канал, администрация президента, СВР и ГРУ. Я доволен своими деньгами, поэтому если этот ответ на вопрос его удовлетворяет, я не против. Касательно вот критику и сравнительного анализа, на что похожа столица Софии и большинство российских городов, это совершенно справедливая критика. София это, честно говоря, клоака по сравнению с тем, чем она была, и она сильно похожа, она действительно настоящая европейская, потому что европейские большие города уже клоаки. Это действительно так. И постоянно в болгарском, скажем так, инфопространстве, когда кто-то хочет, ну, где идет постоянная битва служебных профессиональных русофобов против естественных русофилов, а когда русофобы хотят сказать, что Россия это мордор, это гадость, мерзость, зараза и все остальное, и показывают какие-то кадры поздних 80-х либо ранних 90-х годов, то, слава богу, находятся люди, которые показывают, какие чистые, опрятные именно российские большие города. Я уверен, что я был больше, может быть, в 10 раз больше больших российских городов, чем наш зритель, просто потому, что моя работа была такая, что мне легче перечислить те города, где я не был. Такие были у меня дела. Поэтому я в этом плане с ним совершенно согласен. Критика совершенно правильная и справедливая, и это четко подмечено. Но я живу, слава богу, не в Софии, и мой город сильно похож на то, что является хорошим примером именно российские города. Поэтому я в Софии, в этой поганой, в этом нехорошем месте не хочу жить. Когда мне предлагали даже поселиться там, я сказал, если я хотел бы жить в таком мегаполисе, я бы остался в Москве. Поэтому не надо меня
Вот. Да, какой вы добрый, да. Да, я А, добрый, я как Арестович, я как Арестович. а, в преду- Справедливый, но суровый. В предыдущих передачах вы затрагивали тему падения башен-близнецов в Нью-Йорке. Как, по вашему мнению, отреагировала Москва на события 11 сентября? Кремль увидел в этот момент в лице США союзника, предоставив американцам базы на Волге, или Путин просто хотел понравиться американцев? Постскриптум. Я тоже считаю 9-11 большой игрой со стороны ЦРУ и Госдепа. Если Путин тогда не знал настоящие, скажем так, двигателей и кто и как и что сделал тогда, то горе такому президенту, горе такому КГБшнику. Если он это знал, значит, он просто подлизывался Америке и хотел понравиться, и хотел, интегрироваться. Он же конвергент. Это было те времена, когда он делал все из ряда вон возможное, чтобы Россия стала, и он стал в этом клубе богатых западенцев, капиталистов, демократов, и чтобы они получили хоть и место младшего, но все-таки партнера на этом большом круглом столе, как они себе это представляли. В этом помещении, где находится этот условный круглый стол, Россию не пустили, его в том числе. И когда ему это стало понятно, уже 20 с чем-то 30 лет спустя, тогда он уже начал изменять свою политику, вернее, своим взглядом насчет этого вопроса. Поэтому, кстати, когда наш предыдущий зритель говорил, вы говорите только про Россию, но наш зритель или и наш и ваш зритель, я просто отвечаю на вопросы русскоязычным СМИ. Когда я веду мой болгарский канал, я не менее сурово критичен по поводу всех наших болгарских, скажем так, изъянов, коих превеликое множество. Поскольку он болгарским языком не владеет и не является подписчиком моих болгарских каналов, он об этом, конечно, не знает, поэтому остается с ложным впечатлением, что я почему-то по каким-то идиотским причинам занимался единственно только Россией. И люди путают градивную критику человека, который желает добра стране и народу, с... Я не знаю, с чем, с чем-то другим. То есть, если ты должен быть другом России, от тебя ожидал, что ты должен быть абсолютно бескритичен, чтобы присмыкаться. Нет, ребята, вы что-то перепутали. Я не такой, и такой быть не должно, и это не ваши настоящие друзья. Напоминаю чеченскую пословицу: настоящий воин и мужчина не тот, кто умеет хорошо воевать, а тот, кто знает, кто его враги. А я вам так скажу, настоящий государственник — это не тот, кто знает, кто его враги, а кто его естественные геополитические союзники и народы. И с ними он старается работать. А именно это Кремль сейчас не делает уже 30 с чем-то лет, 35 лет. Поэтому, если вы ожидаете от меня бескритичности, всеядности, не дождетесь. Не дождетесь. Просто так. Значит, здравствуйте, Александр. Вы несколько раз говорили сегодня о садике. Скажите, а был ли садик? По данному адресу Open Data Bot выдает фактическое местонахождение ООО «Крайт. Бетонное изделие». Спасибо. Это к вам. Это к вам. Что? Это к вам вопрос, наверное, да? Нет, смотрите, как бы Open Data Bot может выдавать вообще все, что угодно. И как бы вот эти все бетонные сооружения, и в том числе разные предприятия, зачастую записываются в том числе на адреса садиков. Это потому что коммунальная история, и это местные шкуродеры, еще и под именем войны вот это все так и преподносят. Я уверен, что это просто слитая какая-то геолокация для того, чтобы... откровенно, что ли, да, для того, чтобы усилить градус ровно, как это не цинично, как это не печально, для того, чтобы усилить позиции Зеленского. Ему дали 150 миллионов на газ, оружие. В Лондоне же встреча коалиция желающих. Красивые просто кадры, которые цепляют душу, как спасатели несут детей, у которых стресс. Поэтому, неважно, был ли или нет, Украина заявила о садике. Зеленский в эту ночь, тоже чудо какое-то, да, у него встречи. Вообще какое-то странное совпадение графиков. Давайте отвлечемся. Леночка пишет от политики, от войны. Пламен, на каком языке вы думаете, на каком снятся вам сны? Это хороший и правильный вопрос. Когда я был в России, я почти всегда, особенно после первых 5 лет, я думал на русском. И сны снились мне и на русском. Сейчас, когда я в Болгарии, смешанная история, но чаще всего, конечно, на болгарском. Вот так.
Так, значит, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем сегодняшнем прямом эфире. Очень благодарен всем за ваше время и, конечно, за комментарии, поддержку и Пламен, спасибо вам за мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, друзья, не друзья, боты, троллы, случайно попавшие, господа офицеры и господа не офицеры и не пьющие, выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Будьте с нами, продолжение следует. Всего вам доброго. Берегите себя.